Привет, любители BTS. Является ли внезапное решение Чингука последовать за Тэхёном в Париж после шоу Серлин действительно совпадением? Или это часть более крупного сценария, который был скрыт от общественности? Как это возможно, что два члена BTS, которые проходили свою соответствующую деятельность, внезапно ввязываются в серию событий, которые выглядят как часть секретной стратегии, которая разрабатывалась в течение длительного времени? И почему Серлен, французский дом роскошной моды, становится точкой встречи, которая объединяет этих двух глобальных икон в момент, который, кажется, содержит больше, чем просто сотрудничество в области моды? Проблема, которая возникла через несколько часов после присутствия Тэхёна на эксклюзивном мероприятии Серлин в Принтемпе, Париж, не только подчеркнула его привлекающий внимание внешний вид, но и общественную реакцию, когда Чингук внезапно появился в том же месте вскоре после этого. Некоторые южнокорейские СМИ назвали этот момент неожиданной встречей, но другие источники заявили, что это не спонтанное событие. В отчете, опубликованном Диспетче и Корейским форумом по мониторингу индустрии развлечений, было упомянуто, что присутствие Чингука было не просто личным визитом, а частью совместного маневра, который был разработан между ним, Тэхёном и Серлин с начала года. Однако вопрос на этом не останавливается. Почему план реализуется сейчас? Почему нет официального уведомления от Big Hit Music относительно этого сотрудничества? И что более важно, каково подразумеваемое эмоциональное значение, казалось бы, незапланированного присутствия Чингука, которое даже шокировало социальные сети из-за его реакции на присутствие Тэхёна? Ряд видео и фотографий, сделанных фанатами на месте, показывают тонкие моменты. Тэхён уверенно входит в помещение в сопровождении команды Серлин, в то время как Чингук был запечатлен на камеру, стоящим один на углу улицы, глядя на здание издалека, прежде чем, наконец, войти в главную комнату с напряженным лицом. Выражения достаточно, чтобы вызвать предположение о том, что эти двое участвуют не только в визуальных проектах, но и в сложном и эмоциональном общении, которое неизвестно общественности. В этот момент из международного сообщества поклонников появились непроверенные сообщения о том, что Тэхён прошел серию частных дискуссий с Серлин о проекте глобальной компании, охватывающем художественные, музыкальные и модные аспекты. Тем не менее, часть, которая делает этот вопрос еще более запутанным, заключается в том, что имя Чингука было включено в обсуждение сотрудничества только после внутренней встречи, которая состоялась за закрытыми дверями 3 недели назад. Анонимный источник, тесно сотрудничающий с представителями Серлин, сказал, что есть толчок со стороны бренда для этого проекта, чтобы отразить отношения, которые больше, чем просто профессиональные, но и эмоциональные и символические. Именно поэтому было предложено имя Чингука. Означает ли это, что Серлин разрабатывает кампанию, которая хочет изобразить историю дружбы, разлуки или даже тайного соревнования между двумя суперзвездами из крупнейшей в мире музыкальной группы? Никто не может быть уверен. Интересно, что, согласно отчету о расследовании Korea Times, среди журналистов индустрии моды просочился документ о сотрудничестве, в котором упоминалось инициирование программы «Серлин Дурлити» с участием двух общественных деятелей из Восточной Азии со сложными историческими и эмоциональными отношениями. Хотя имена явно не упомянуты в документе, наблюдатели считают, что ссылки относятся к Тэхёну и Чингуку, учитывая, что их профили очень последовательны. Глобальные иконки имеют эмоциональный исторический фон и оказывают большое влияние на общественное восприятие личной и профессиональной близости. Усугубленные тем фактом, что последние несколько взаимодействий между ними в общественных местах казались холодными и формальными, в отличие от их прошлого, которое было полно интимных и выразительных моментов, их появление в одном совместном проекте на самом деле представляло противоположный эффект – полная тайны, напряжения и приглашающих эмоций от их преданных поклонников. Немногие также думают, что это момент примирения. Старший обозреватель Эль Корея заявил, что Серлин может использовать эту кампанию в качестве символа мира и эмоциональной зрелости между двумя важными фигурами корейской индустрии развлечений. Серлин всегда играет с сильным эмоциональным повествованием в своих визуальных эффектах. Они знают, что бренд — это не только одежда, но и история, которая тайно передается через цвет глаз, выражение и даже молчание. Написал он в недавнем редакционном обзоре. Тем не менее, есть и более скептические мнения.
Некоторые люди утверждают, что внешний вид Чингука – это просто еще одна форма давления промышленности, чтобы воспользоваться личными отношениями художников для разоблачения. В интервью с менеджером известного модельного агентства было упомянуто, что в этом мире нет совпадений. Каждое публичное присутствие имеет ограничения по времени, включая тишину, которая выглядит эмоционально. Все это может быть частью визуальной маркетинговой стратегии. Что неоспоримо, так это влияние. Аналитические данные NetBiscuit показывают, что взаимодействие в социальных сетях, связанное с появлением Тэхёна и Чингука на Серлин, увеличилось на 930% менее, чем за 12 часов. Это даже превосходит количество онлайн-поисков о самой последней коллекции Серлин. Это означает, что бренд продает не только одежду, но и общественные эмоции. И два имени BTS стали основным средством передачи сообщения. Между тем, различные глобальные фан-базы ответили разными подходами. Большинство ARMY с энтузиазмом приветствовали это сотрудничество, хотя многие чувствовали себя в ловушке между реальностью и сценарием. В длинном посте с южнокорейского форума, известного своим острым анализом, говорится, что это больше не о Серлин, это о незаконченной истории между Тэхёном и Чингуком и о том, как индустрия запечатлела ее в визуальной форме, не дав нам ни одного явного ответа. С эмоциональной стороны это повествование нельзя игнорировать. Чингук известен как музыкально-выразительная фигура, но закрыт в публичных заявлениях. Поэтому, когда это появляется в этом контексте, без официального заявления, без расписания концертов и без релиза песни, это вызывает больше вопросов, чем ответов. Кроме того, по словам фаната, который присутствовал на месте, когда Тэхён стоял на сцене презентации, Чингук решил стоять в задней части комнаты, не занимая VIP-места, как обычно. Такое отношение породило предположение о том, что была личная напряженность, которая не была разрешена, и публика фактически стала молчаливым свидетелем эмоционального повествования, завернутого в силуэт Серлин. До тех пор, пока эта новость не была написана, не было официального заявления от Big Hit Music или Серлин. Тем не менее, в ограниченном пресс-релизе, опубликованном во Франции, Серлин упомянула, что будет визуальный сериал-проект с участием. Сложные отношения между двумя фигурами из восточно-азиатской культуры, которые путешествовали вместе, разделились и теперь воссоединились. Одного только этого предложения достаточно, чтобы открыть 1000 интерпретаций. Этот проект просто визуальный или он перерастет во что-то более глубокое, музыку? Документальный фильм? Действительно ли Чингук и Тэхён на эмоциональном пересечении после периода напряженности, который никогда публично не прояснялся? Что ясно? Серлин не только представляет продукты, но и создает пространство для внутренней конфронтации, ностальгии, возможно, мира. И в этой комнате Тэхён и Чингук не просто иконы моды, а эмоциональные рассказчики, которые намного больше, чем можно запечатлеть в одном кадре камеры. Но больше всего споров вызвало не только их присутствие в проекте Серлин, но и долгое молчание, которое сопровождало его. После этого момента не было личных постов от Тэхёна или Чингука, хотя оба они, как известно, очень активны на таких платформах, как Уиверс и Инстаграм. Это приводит к дальнейшим спекуляциям, сдерживаются ли они, потому что находятся в личном конфликте? Или они получили инструкции от агентства или Серлин сохранить чистоту эмоционального повествования проекта? Один из отраслевых наблюдателей, профессор Ким Дже Хён из Корейского национального университета искусств, заявил в интервью Yonhap News, что это ситуация. Интересные тематические исследования о том, как межличностные отношения художников могут быть элегантно изменены промышленностью. Когда бренд поднимает эмоциональное повествование, конфликт или расставание с прошлым, а затем объединяет его в визуальной эстетике, тогда продукт больше не является просто одеждой, это эмоциональный опыт. А в случае с Тэхёном и Чингуком, которые вместе построили историю с подросткового возраста, общественность имеет гораздо более глубокие эмоциональные инвестиции, чем просто дуэт знаменитости. Их отношения действительно разорвались. В эксклюзивном интервью, опубликованном в прошлом году в журнале Dist Korea, Чингук однажды сказал, что близкие отношения могут быть утомительными, когда ожидания больше не соответствуют.
Хотя многие читатели не упоминают имя, они связывают это утверждение с динамикой его отношений с Тэхёном. Более того, через некоторое время после выхода интервью их редко видели вместе на публике.